Всех приветствую на меловом. Итак, сегодня будут вот такие вот брусские мела. Это новинки. Конкретно это сорт Васильполия. Давайте начнем пробовать его. Ну, вкуснятина это просто вау. Сорт достаточно именно в пиленном виде вот этот маркий с вкраплениями. Откусывается. Откусывается он достаточно легко. По причине того, покажу какой марки. Ну, достаточно марки, да? По причине того, что очень найти пиленый мелок, чтобы он при этом откусывался сложно. Даже жирные сорта, такие как Васильполия, откусываются довольно легко. Причем при откусывании это очень легко. Но когда мы начинаем его раскусывать дальше, это становится чуть-чуть сложнее. То есть он достаточно хорошо держит крупинку. И со временем уходит в густую, такую достаточно сливочную кашицу, схожую с глиномелом. Даже так, наверное. Вкус. Как в большинстве мелках, стандартно меловой, яркий, насыщенный. Присутствует привкус побелки. Сама вот эта сливочность наполняет его вкусом. И при запивании водой немножко ощущается, что он сладковатый. Но это прям слегка. Если будет в целом новинки пилиного сейчас, которых еще не было, допустим, в ассортименте, почему именно и Васильполе я решил попробовать? Потому что поставщик новый, и так или иначе отличия должны быть, потому что хоть сорт называется одинаково, но из-за того, что поставщики разные, вкус тоже должен быть другой. Но этот схож как с кусковым, это ощущается, Васильполе, да, так и получается с пиленным, который у меня уже был в ассортименте. Ну и вот эта вот магия, как скажем, да, что распиленный мел, он, в принципе, имеет свой вот этот вот вкус распила. И особенно в жирных сортах это чувствуется отчетливо. В общем, по моей оценке, из 10 этот сорт, как я думаю, заслуживает, наверное, даже 9. Мне очень понравился. В общем, двигаемся дальше. Следующий сорт у нас это Богородский. По сути, этот мелок вот в вкусовом виде непонятно как. Постоянно он приходил разный. То есть то сухой, то жирный. Но по факту это должен быть жирный мелок. Ну давайте сейчас проверим. Но здесь видно по нему, как по мне, так это жирный мелок. Он идет с краплениями. Не хуже марается, чем Васильполия. А самое важное, что же будет по вкусу.
откусывается, разжевывается и держит крупинку так же, как васильполье. Но вот вкус здесь при откусывании и без запивания воды есть немножко ощущение того, что он сладкий. Но когда мы закусываем, сладость исчезает. То есть он не становится горьким, но и при этом более сладким тоже. По вкусу здесь прям ярко выраженный вкус побелки. Вот мне нравятся такие жирные мелки тем, что получается вкуснятина. Что получается мало того, что он сливочный, жирный, какой мне нравится, так он еще и побелкой отдает. Это прям вау. Многие, кстати, при заказах спрашивают, чем отличается пилиный от кускового. Только видом. Ну, во-первых, вид, да, его намного удобнее кушать. За счет этого его многие, думаю, покупают. Но также вкус тоже различается за счет распила. За счет того, что при распиле мел нагревается. Итак, что же мне тут про него сказать еще? Основное описание я свое дал. Полное описание, как всегда, вы найдете под описанием ролика. Там будет прям от А до Я, так скажем, описание. То есть я даю свое некое описание, потом я смотрю описание у всех, какое вообще, где какое есть, и смотрю, могу ли я сказать, что, допустим, вот такое-то описание я прочувствовал в этом меле. Если да, то я его оставляю, если нет, то убираю. Ну, по моей оценке, вот эти два мелка, васильполе и богородский, чем мне понравились, это тем, что полное раскрытие вкуса идет. То есть нету такого, что он где-то заглушенный или безвкусица какая-то, да? То есть такого здесь нет. Поэтому этот мелок, я думаю, тоже 9 из 10. У него вкус немножко другой, более яркий, меловой, побелочный. Мне очень понравился. В общем, поехали дальше. Следующий мелок по виду, так и сразу можно сказать, что это глиномел. Это у нас хрусталь. Он прям отчетливо выделяется от Васильполя и Богородского, потому что видно, что у него цвет уже такой молочный. Также идет с вкраплениями. Уже явно будет менее амарги, потому что это, ну, глиномел, как я вижу, очень похож на красавчика, кстати, по цвету. Ну, давайте пробовать. Он уже откусывается посложнее. Крупинка держится подольше. И более такой тяжелый во рту, потому что, так сказать, глиномел. Хруст более яркий также. Кашица у него пожирнее. По вкусу. Вот здесь вкус и консистенция самой кашицы уже какой-то пищей бумаги, что ли. Вот я чувствую что-то именно такое. При запивании водой намного слаще, чем
предыдущие сорта себя проявляет. Вкус средне выраженный, то есть не настолько яркий, как, допустим, тот же Богородский. Моя оценка ему 7 из 10. Думаю, что вот так. Потому что, слишком приглушенный, наверное. Здесь, если говорить вот мел и глина, да, здесь же как бы глиномел не просто так он называется, да. Поэтому, наверное, стандартные просто жирные мелки мне нравятся больше. В общем, 8 из 10. И едем дальше. Такой вот брусок. Здесь они не стандартные, то есть здесь есть вот такие вот размеры, есть размеры более длинные. И в чем суть? Последние поставки, вот за этот месяц человека 3, наверное, написали, что изменился очень мел. 2, наверное, подряд поставки. Несколько жирных сортов приходят сухими. И глиномелы, такие как, допустим, сливочный, искушение, они приходят, вроде бы это не сухой сорт, но это не совсем и не жирный, и не глиномел. То есть это вот что-то среднее, что-то похожее на тот же святик, допустим. Не понимаю, в чем дело на самом деле, потому что 2 поставки подряд уже так идет. Заказал вот сейчас у другого поставщика, поэтому буду как-то это все дело сравнивать, да. А вы перед заказами, да, кстати, заказы, как всегда, вы можете оформить по ссылочкам в описании, это группа ВКонтакте и, соответственно, номер телефона WhatsApp. Что бы я хотел сказать? Перед тем, как оформляете заказ, лучше уточните по описанию, ли сорта или нет, потому что бывает действительно такое, что, допустим, мне вот в начале месяца пришла поставка, я пока что еще не знаю, что там, да как, но в любом случае, либо я сам могу проверить, да, когда вы спросите, то есть по описанию мелок или нет, или же, допустим, уже кто-то его заказывал, и уже кто-то мне писал об этом, то, что он, допустим, по описанию или не по описанию. В общем, давайте пробовать. Удивительно. А что именно удивительно? С краплениями. Это Феникс. Напомню, Феникс это сухой сорт. С краплениями. Капец, прям какой марки. Видно, что жирный сорт. Откусывается тоже сложновато. Крупинка держится хорошо. Жирненький, сливочный. Но, когда мы его запиваем водой, если мы сравним Васильполя, Богородский или Хрусталь, там после запивания водой становится такая плотная кашица. А здесь же после запивания водой она становится какой-то легкой и воздушной. Может быть из-за того, что сам по себе этот сорт должен быть как бы сухим, но он пришел здесь жирноватый какой-то. Поэтому мне чем-то напоминает этот сорт в распиленном виде снежок. То есть там такая золотая середина у нас некая, да, между сухим и жирным. По вкусу. При запивании водой он не сластит совершенно. Вкус побелочный, известковый, стандартно-меловой. То есть, при условии того, что он пришел жирный, хотя это сухой сорт, он не имеет вот этой вот сливочности, как вот предыдущие, да, сорта. За счет там, без учета хрусталя, потому что... я опять его, наверное, неправильно называю. Хрусталь. Также верно, да? То есть что-то хрусталь.
Шипение шикарное. Ну, Феникс, наверное, получит оценочку 6 из 10. Мне нравится он по составу, потому как он держит свой хруст. Но вот эта вот сливочность, которая есть в Васильполе, в Богородском, да даже, как сказать, не то чтобы сливочность, ну хотя да, наверное, сама вот эта вот текстура, которая происходит, когда уже появляется именно кашица, она там прям классная. Она раскрывается из-за того, что это сливочные сорта. А этот сорт, раз он сам по себе сухой, и здесь действительно как снежок. То есть в нем будто бы для меня чего-то не хватает. Но это чисто потому, что я люблю жирные сорта. В общем, описание было каким-то таким. Что бы хотелось сказать еще? Я думаю, запустить опять какую-нибудь классную акцию. И вот что думаю, не могу придумать, какую бы ее сделать. И поэтому от вас жду в комментариях предложений по поводу того, какую бы запустить акцию, что именно придумать, скидка, что-то еще и так далее. Ну, а мы не прощаемся, совсем скоро увидимся. У меня осталось около 5 сортов, наверное, жирных. Ой, жирных, пиленых. Жирных, наверное, 3, 2 сухих. И после чего мы перейдем с вами, наверное, к длинам.